Ребята, я вас всех приветствую. Девчата, да, и ребята. Народ, в общем, всем приветствие. Всем добро пожаловать на прохождение Horizon Zero Dawn Complete Edition. С вами Михаил. У нас 18-й стрим прохождения. Сюжетим, да, по полному сюжетим игру. Вчера я спросил хотя бы так навскидку у знающих людей. Говорю, долго, недолго. Ну, говорит, еще у тебя стрима 2-3 точно будет по сюжету. Вот, как-то так. Сегодня у нас четверг, завтра пятница. Я все думаю, да, какие еще там ролики, парочку сделать. Ну, хотя они уже есть, но я от своего лица сделал. Вот. Собственно, еще хотел, да, пару слов кинуть, и это ни в коем случае никакая реклама там или еще что-то. Ну, мало ли посмотрят это. Юра Битрейт, вот, спасибо, Серега Коди Лайф, по-моему. Вот, ребята делают всякие обновки, обновления, обзор на OBS-ку. Подчеркиваю, какие-то от них, как это сказать? Правильно. Какие-то моменты, в общем, по настройкам. Вот. Вчера поднастроил. Надеюсь, что еще меньше будет всяких фризов, лагов там, если они таковые были. Вот. Ну а вам, зрители, спасибо большое за поддержку вашу. На полном серьезе. Прям за комментарии, за лайки, за все вот это вот. От души. Двигаемся, проходим. Ну и начинаем. У нас по заданию. Давайте мы вспомним. Я вчера освободил... подожди, так, по сюжету напрягаю память. IQ, кофе, все это нормально. По сюжету мы спасли от Карха Тьмы какого-то парнишку. Отправили его, наследника, видимо, в Меридиан. После Меридиана. Вот, Новый Рассвет. Мы ходим по базам. Что такое Новый Рассвет? Ну, понятно, короче, уже как история. Одна во благо делала машины, другую на военной теме делала машины. Военные, короче, машины сбунтовались, захватили те, которые работали во благо. Пошел у них там какой-то казус, вирус. В итоге они понимают, что все гибнет. Они решили, короче, создать Новый Рассвет. Типа проект такой, который заложит в криокамеру, что ли, семя вот этих всех... флору, фауну, через сколько-то лет, чтобы это все возродилось. Вот, собственно, это у нас Собок, Элизабет Собок. И, собственно, мы вчера узнали, что наш главный герой был возрожден именно машиной по генам этой Собок. То есть, чтобы получать доступ, чтобы потом перезапустить этот проект Гея, который начинает это все возрождать, все живое на планете. Ну, как-то, я думаю, я объяснил, да? В общем-то, заложила она в прошлом, чтобы в будущем мы с нашими генами того врача перезапустили проект, который начнет возрождать все живое. Ну, потихонечку, помаленечку это делается, но этот вирус АИД возрождает, машины, типа, как-то по своему подобию, типа, по уничтожению. То есть АИД изначально это была система, которая все будет затирать, а потом отдавать правление Геи. Если Гея опять что-то там упускает, возрождает, идет не так, вступает в свое правление АИД и уничтожает все живое. Ну, типа, защищает. Короче, я думаю, я объяснил хоть немножко. Нет, я нормально, я проснулся, надо просто разбубниться. Всем, да, еще раз приятнейшего, наилучшего настроения и просмотра. Вот, у нас Павшая гора, доберись до перевала. Там что-то с бесом. Я на заставке сделал, типа, беса. Постарался, по крайней мере, сделать беса. Я думаю, что мы будем драться с бесом, наверное. Посмотрим. Предлагаю сейчас зайти сюда, данного товарища активировать и почапать уже выше. Да, вот еще такие вот тут фигурки всякие, мигурки вот эти вот. Я честно скажу, я не знаю, нужно это, не надо. Вот эти цветочки. Я ведь понимаю, что это все приведет к тому, что мы получим какой-то сундук, какой-то ящик. Возможно, в ящике или в этом сундуке будет некая модификация, либо некая броня. Но броня, как мне уже насоветовали, мне уже в рекомендациях лезет. Это я понял, что ткача щита броня, луки банук Карха Тьмы, по-моему, очень редкие. Не находила легендарные, поэтому... Если найду на какой-то лук хороший, я скажу, что, друзья, да, может быть, даже обзорчик сделаем по поводу луков. Вот. Как в моем понимании я вижу эту систему боевки именно по лукам, вот этим снарядам.
Вот, по крайней мере, лук-банук, опять же, находил карха тьмы, помощнее дает инфекцию. И только инфекцию. Какой-то там, ну да, карха тьмы. Но опять же, лук-банук при натяжении тетивы дает больше урона. Возможно, тут это складывается. При полном фулл заряде они получают там, допустим, не 25, как тут написано, статусов. А подожди, а почему 25? Это 25 стрел. Че это я? Глумлюсь-то. А какое у него тогда заражение-то? Стой. Тут 74, 75. У карха тьмы заряд был 50 стрел, а тут 25. А я даже не сравнил. Ну, короче, банук лучше, я так понимаю. Хотя я там вам повесил, да, голосование. Можете проголосовать, какие луки, на ваш взгляд, лучше. Ну, пока идет стримский. Так, типа. Здравия, да, здравия. Опять, как всегда, у нас тут не проснулся, тут проснулся. Что-то слышу. Я приближаюсь к источнику сигнала. А это что такое? Запрыгните на этот, на гриву длинношея. Сейчас тогда стой через костер. Да, почему на длинношея? Тут у него, понимаете, сколько, кстати, у меня кристалликов много, деревяшек много. У меня вот проводов не так много. Ну, типа 300 штук. Может хватить ненадолго. Этой проволоки. Я про проволоку вот сейчас. Зайцы, волки, тигры в клетке. Погоди. А я неужто не туда попёр-то? Друзья, что там, как слышно, видно? Что-то начало идет, вроде народ подтягивается, потом резко кто-то куда-то уходит. Что-то приходит. С кем сегодня коммуницировать будем? Взаимодействовать, обратную связь держать. Новости. Да, я, типа, это самое, я просыпаюсь окончательно, типа, кофеечек, пару кружечек, пока новости там, пока сынишку в школу отправить, туда-сюда там. Не делаю сейчас акцент, типа, на ровно в 11 вот надо. Я смотрю, все равно с утра что-то не так много народу. Хоть раньше, кстати, хотел отметить, по утрам больше народу смотрел, так как там люди на работе были. Говорит, Мишань, классно, типа, я на работе, вот смотрю тебя. Вот, например, вчера Юрец, говорит, я на работе, супер, что можно хоть посмотреть, пообщаться. Ну, это такие случаи, скажем, единичные. Понимаю, что под вечер, конечно, это запуск стрима попрофитней. И народу побольше. Ну, вечером у меня семейные дела. О, мне это нужно. Поэтому, скажем так, я отталкиваюсь не только от ваших возможностей, но и от своего времени свободного. Разбойник-головорез. А мне что, лагерь, что ли, надо захватить? Что-то я не вразумел, честно скажу. Одни воюют с другими, Ну ладно. Что я вроде как бы подумал, что это Ну это разбойники в любом случае. Надо добраться до головы длинношея. Да ухожу. Я даже пушку взял. Что они тут делают? Кто? Как она сказала? Что они тут делают? Да уже без разницы, что они тут делают. А мы идем. Лучше боеприпасов нет. Вчера, кстати, лук вот этот накинул прям модификации на урон. Штука классная.
Мне, я помню, еще с чатика ребята писали, говорят, на урон, ну, типа, только на урон. Ну, я не соглашусь, типа, потому что натяжение тетивы, как я заметил, тоже влияет от удобства. Ну, типа, чем выше, тем быстрее, тем лучше. А высокоточно бьет высокоточно. Пытаются изловить еще одного длинношея. Но это не отсюда, нам надо как-то с другой, наверное, стороны. Сейчас зачистим. Чтоб нам уже никто не мешал. Так, а тут есть где забраться-то? Я смотрю, луту что-то сверху насыпало. Не понял. Что у меня так уши-то горят? Вроде обошлось. Кому-то что-то от меня надо? Или не надо? Или вообще... Подожди, подожди. Ну, типа, серьезно, а как залазить-то? Фига себе, не понимаю. Может быть, наоборот, с той стороны? Сейчас проверим. Вообще не понял. Ладно, бог с ним. Понял, не понял, надо обойти, зачистить, а потом уже и смотреть какие-то моменты. Все еще вынюхивают. Проклятие! Нам силу, используем ее. А я сегодня не расстрелянный. Да что ж... Что ж такое-то? Да ты посмотри. Вот куда у него стрела улетает? Да не подставляйтесь же так! Да согласен. Это то чувство, когда я стрелял с охотничьего лука, и у меня не было на удобство вообще никаких модификаций. И вот так вот стрелы проходили мимо. Вроде целишься нормально. Ну, скажем, условно в тело. Не говоря там уже про голову, в которую и так тяжело попасть иногда. Сейчас мы вам пушку возьмем, да расстреляем у всех. Так, а где она? А вот она. Вот это лупемет-то. Столько пули, все. Косо да мимо. Без боеприпасов от него толку нет. Да, согласен, ему вообще не нужен. Такая тарахтелка.
Так, ну вроде все, есть. Прыгать отсюда, брат. Куда тебе там запрыгивать-то? А, вот с этой вот позиции. Ну хорошо, пускай он сейчас еще кружочек сделает. Зачистили мы лагерь-то? Вроде бы зачистили. Вроде бы и нет. Погоди, надо, говорю, залазить. А как залезть-то? Там что, сверху? Я вот серьезно, я вот как-то, вот как вот это вот понять? Если тут есть где-то залезть, вот с этой стороны, то там есть прям подъем. Можно сделать зелень. Ну-ка. Ну-ка, давай вот отсюда попробуем. Надеюсь, что долечу. Вот, типа того. Подходящее место. Отсюда я смогу на него запрыгнуть. Да, но если он пройдет именно здесь, вот, вот здесь вот. Да, все хорошо. Отлично. Теперь добраться бы до головы. Все, есть контакт. Там еще, кстати, по навыкам надо посмотреть. Ну, кажись, я такое все основное прям вот качнул. Типа не учитывая там всяких животных. Вот это вот всего. Вот и все. Я получила данные. Перехватить управление над всеми длинношеями. Получено достижение. Серьезно? Прям над всеми я сделал. Откройте карту, получили опыт. Прекрасно, прекрасно. Ну ладно, значит, над всеми. Окей. Так. Далее идем. По навыкам, да, посмотрим. Удерживайте, чтобы сделал долгий кувырок. При беге Элой не издает шума. Возможно, вот это вот следует. Да тут, в принципе, все следует. И шум, и вот это вот уровень ХП. Мы будем, типа, мощным ударом повышенный урон давать. Здесь ремонтировать любые укрощенные животные. Здесь что-то произвести атаку в прыжке, который... Я вообще не понимаю, куда, какие прыжки-то? Я и так боюсь. Еще в прыжке что-то там кого-то. Короче, по желанию можно пошнырять и получить все перки, все навыки. Но это по желанию. Тут если так посмотреть, то задания-то идут 18-20 уровни, да, ну. А мы после DLC прям крепенько себя чувствуем. Давай уже, Мишаня, проходи, да, проходи, Мишаня. Сейчас мы, друзья. Я позову своего... И поедем мы куда-то там к бесу. Щелкозубы. Крокодилы. Летающие эти падальщики. Вижу смысл с ними возиться. Не шуметь.
Так, подожди, я правильно еду-то? Нет, мне надо по дороге. По дороге как-то вверх, вверх, вверх. А... Как бы серьезно, что ли? Ты не можешь перепрыгнуть? Павшая гора. Доберись до злого перевала. Все, хорошо. Тут есть костерочек. А от костерка нам как-то... Подожди, подожди. Тут надо пройти... Игорек, приветствую тебя, хорошего дня. Опрос на японском? В смысле? Значит, не понял твоей доли юмора. Да вроде по-русски. Прям по-русски, по-русски. Прям. Ты что решил по-японски? А, вот он, подъем. Ну, типа, это для тех, наверное, кто играл в эту игру, кто понимает, какой для них лук лучше. Типа, лук племени Банук или лук Карха Тьмы. Ну, племени Карха. Добраться до горы будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные. Но людей они не потерпят. Тоже мне удивил. Чего? Что там написано? А! Как лук лучше. Слушай, ну классно. Я типа ошибся, но все равно. Я, знаешь, вот честно, я не специально это делаю. Я вот когда пишу какое-то сообщение, у меня бывает так, что у меня типа либо этот, как он, YouTube плеер, короче, либо браузер откроется, расширится. То есть, то бишь, надо мышку нажимать. Иногда ты зацепляешь на клавиатуре, ну, как они, стрелочки, которые уносят курсор куда-то. Сейчас я подойду. Все, спасибо, день удался.
Хороший стрим был, спасибо. Все, хорош, хорош. Я еще такой говорю. Да я говорю, ребят, проснулся, говорю, все нормально. Вы... У! Нет, я типа вы это... Я не могу просто. Как говорит... Все, тихо, тихо. Меня сейчас понесет. Что там написано? Да догадаюсь, я думаю. Люди догадаются. Так, ладненько, поехали дальше. Но я уже изменить не могу. Я думаю, все понятно. Ну да. Мы так и подумали, Мишень. Я, может, там еще что-то где-то накосячил. Есть такое? Я вижу ловчих, Да? а на той стороне рыскари. Подожди, ловчий это, который меня ваншотает? Стоят на страже. Но можно прошмыгнуть. Не, никаких прошмыгнуть. Мы сейчас всех. А где они есть? А вот он, ловчий. Сделаем серьезное лицо, типа мы не заметили. Игорек, ты всю работу работаешь, да? Все не бережешь ты себя? Сейчас я ему точно какую-нибудь левую пятку. Будет бой. А вот так вот. Опа. Ух ты ж. Все, я понял. Ловушка. Блин, эти сенегалы напали. У-у-у. Я не пойму, а почему ловчий сюда не заходит? Не хочет. У них как у... На каком-то стриме тоже дрался, а у них получается, что территориально они как будто не позволяют себе дальше идти. Кто там еще что-то кидает? Ага. Принял. Я вспоминаю этого. Вчера котик заходил. Что-то говорит, тебя просто скучно. Ну вот, пожалуйста. Сам нафигачил, сам посмеялся. Занимайтесь своими делами. О. И чего? Я вот не первый раз замечаю, чё тут ловушка? Ну, типа обозначать, что я иду, что ли, или что? Ну ладно. Полезная травка. Правда, горькая. Куда он? Куда? Ты куда делся-то?
Камень взять. Нет, камень не надо взять. Костерок? Они думают, что охраняют геев? Вряд ли они могут думать. Это скорее инстинкт. Их влечет к ее могиле. А, это, видимо, по запросам Аида этого вируса, да, ну, типа, влечет к могиле. Он же пытается все охранять, все зачищать, уничтожать. Это кто? Это Коршун. Коршуны вообще, ладно, пофиг. Но их тут много. Игорек не хочет со мной на связь выходить. Пришел с японским с вами. Да я понял, что ты хейтер. Написал, рассмешил и ушел. Спокойной ночи. Хорош, хорош. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Друзья, тут надо антифриза. Срочно. Там еще одна машина. Тут коршуны, машины. Все вот эти вот собрались. Дурдом какой-то вообще. Ничего не понимаю. Давай за осада. Что они тут стерегут? Ё-моё, так... На тебе. Отстань. Я сейчас, подожди, Игорек, я... Меня вообще тут жестко. Да куда ж ты? Вот, 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 запрыгивай, запрыгивай. Сейчас мы тут... Не получится ничего, я понял. Но я старался. Одного убьем. Убьем. Хорошо. Дальше. Да, я хотел выйти отсюда. Не успеваю я. Вы со всех прям душите щелей. Коршуны проклятые. Сейчас я с вами разберусь.
стой ты, я там не вижу себя. Где? Ребят, я застрял, ребят. Толпаните. Я даже не попадаю. Приветствую, хорошего дня. Снайперская винтовка, понял. Там нет такого. Не, пускай убивают, я не могу вылезти. Я просто застрял, я не понимаю, что куда вылазить. Отходил, кофе пил, наливал. Я говорю, что, как дела, Игорек? Как твое, ничего? Убили меня, друзья. Застряла в каком-то корабле, в каких-то обломках. Ненарочно, не хотел. Ёлки-палки, ну такое себе так помереть-то, ну. Чё, да все, огонь, сижу, балдею. В отпуске был? А чё ты на стрим-то не заходил? В отпуске он был. Что, сам деловой, что ли? Заходишь, так сказать, когда перед сном? Вижу ловчих. А на той стороне рыскари. А, блин, я ж без сохранения. Все очень плохо. Не понял, куда он делся. Был? Я даже не писал такого. Я сейчас в отпуске. Да не важно. Подожди. Что там писал, что не писал? Был и будешь в отпуске. И сейчас в отпуске. Что, ты не был в отпуске ни разу? Был. А где еще? А где еще? У тебя как? Да, нормально, Игорек, потихоньку. Потихоньку, помаленьку. У нас, если что-то происходит, то это на школьном уровне и связан там с Алексеем. Машина меня заметила. А, все, убили. Значит, как обычно, обыденно, по-житейски. Возвращайтесь к своим делам. Сейчас, типа, думаю, второй стрим ПК собрать. Если получится. С карты захвата. Да уже давно пора. Еще, по-моему, да, там один где-то. Вот, жене ноутбук какой-нибудь приобрести. Ну и так. Это уж точно не хлам. Жить, наживать. Зачем? В смысле зачем? Какой-то вопрос непонятный. Ну, затем, что не весь функционал в плане картинки я могу показать на одном ПК.
Вот. А когда второй ПК, то весь функционал можно задействовать. Не, как бы я ничего не говорю, картинка нормальная. Я смотрю даже и на этом. На телефоне порой мне все нравится. Но ту всю красочность, которую можно накинуть, ее не хватает на одном ПК. То есть процессор загрузит неимоверно. Ну или там видюху, короче. Как-то так. Вот. А когда второй ПК, то это все можно сделать. Почему такие выводы сделал? Когда записываешь, допустим, ролик, да, там, условно, то там видно, что прям все камильфо, прям все, Думают, что охраняют геев? весь сок. Они могут думать. Это скорее инстинкт. Их влечет к ее могиле. Весь сок, короче, в картинке видишь. А когда стримишь, ты понимаешь, что картинка нормальная, но нет того сока, которого на записи. Назад дороги нет. Да, мы сейчас его зажарим. Это мой шанс. Да куда? И вот надо же тебе прям ударить не туда. Отлетела. Да там все уже поотлетало. Как же вы, рыскари-то, мои рыскари? Дайте я вас сейчас расцелую. Типа, тут с сильного удара можно, в общем, завалить какое-либо животное. Но когда ты это делаешь, у них обилка жмется немножко раньше. Это было... Где ты есть-то, блин, опять это багнутое... Подожди. Они еще и зараженные. А? Кто там? Еще коршун где-то проклятый. Я надеюсь, что он догорит. Догорел? Вот, поэтому как-то так, Игорь. Ну, развиваться тоже надо. Надо стол там, надо стул там. Еще что-нибудь. Какой-нибудь микро там посочнее. Камера там. Короче, есть куда. Игорь,
Еще одну такую. Нет, серьезно, вот, допустим, РДР-ку играешь, да, когда ты берешь свой ролик, который ты... О, тут пушка была. Который ты потом монтируешь и смотришь качество, которое ты со стрима сделал, и смотришь качество, которое ты делаешь при записи. Естественно, разница прям колоссальна. Вот, поэтому думаю, что второй стрим ПК прям даст вот это вот недостающее колоссальное качество. Ну, на мой взгляд. Опять же. У некоторых советы совершенно другие. А чего вы паритесь, чего вы там оборудование набираете, у вас аудитории нету? Есть такие мысли, конечно. Горян, но это все же лучше, вот честно, по мне, это, чем что-то, не знаю, на лавочке сидеть, пивко попивать, подбухивать, еще что-то делать непонятно. Должно быть какое-то увлечение. Правильно? Правильно. Тут есть что-нибудь-то интересное? Ой, хейтеры, у меня уши горят. Чё мне... Кто мне... Огонь просто у меня на ушах. Просто огниво. Они реально прям полыхают. Кто меня вспоминает? Зачем? Я никому ничего никогда не должен. Снег кусается. Погодь. Чего, когда, Ходс? Ты же вроде в отпуске. Ты чего, Игорь? Я удалил. Я вообще весь лаунчер удалил. Я их презираю, этих говнюков. Супер коршун прилетел. Что тебе? Кажется, я почти на месте. Тут спрашивают, когда дота, а ты говоришь Ходс. Молниями, да? А я сейчас камень выкину, подожди. Вот, Игорек, вот он, Ходс. Меня Фалстат атакует. Понял, спасибо.
Пулемет доставать? А нету пулемета. Пулемет должен быть сбит из кого-либо. Елки-палки. Он причем еще как-то вот так вот делает. Нужно его добить. Нужно добить, да, согласен. Тут бы вот в этот фонарик бы попасть. Горит. Гори, гори, ясно. Надеюсь, это был твой самый грозный страж Гея. Фу, блин. А жаль тогда танк. Чё? Тогда танки? Что-то у вас прям из нехорошего еще в хуже. В танке, говорит. Подожди. Да вся это хворь. Танки, доты, шмуты. Нет, на полном серьезе, Игорек. Я не вижу пока вообще никаких, типа, скажем так, хороших игр, которые онлайн именно. Я бы готов был играть. Вот на полном серьезе. Нету увлеченности, нету той атмосферы, нету интереса. Ты понимаешь, что ты сейчас зайдешь туда, и там будет вот эта вот вся карусель. Я имею в виду вот дота, танки. Прям вот вся вот эта карусель. Одно и то же. Поначалу будет интересно. Поначалу будет, может быть, кайфово там посидеть, позалипать, пообщаться. А потом... Извиняюсь. Делаю запасы. А потом все одно и то же, Игорь. Да ты сам не это... Не хуже меня это знаешь. Сейчас я, да, друзья, немножко это... себе аптечек понасобираю. Хочется, конечно, во что-то такое прям залипнуть, прям с интересом, чтобы вызывал. Я ж играл на Трово, ты помнишь, в этот Севендейку. Мне реально наторкнула игра. Ну, в плане интересности, атмосферы. Но она не оптимизирована, она все в альфе-версии. Берегу. А именно этот Undead Legacy. Зачетно сидели, 3 месяца там шпилили. Настроишь, развиваешься, обороняешься от зомбаков нашествия. Ничего так. Реально ничего так. А самое главное, это ниша. Я смотрю прям вот за стримером, который стримит, смотрит. Все как-то кучкуются в какие-то пати. Как-то народ подходит, прям интересуется. А что там, а когда там. Так, ну и... Что-то у меня прям, ну это самое, ну... И есть жертва Геи? Она раздавила гору, как яйцо. Ребят, то на ВК, приветствие, приветствие. Я подготовил для тебя маршрут. Как лук лучше. Так ты здесь уже проходил. Ой, забыл дописать, да? Увидишь. Это с Сайленсом он общается. Так ты, говорит, здесь уже проходил же. Гей — это типа проект о возрождении, который типа уничтожила... Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться?
С каких пор тебя пугают машины? Хотел уничтожить вместе Если с ты мог Саидом. летать, я бы и на маршрут не стал время тратить. И вот эта программа возрождения в итоге раздавила гору, говорит, как яйцо. А тут, видимо, была база с этим Аидом. Тут, получается, каждый проект как какая-то некая база. Смотреть вниз. Не смотреть вниз. А куда? А костерка нету разве? Стой. Подожди. Не-а. Да, вот есть часть базы. Обнаружена новая зона, бункер. Вот таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я Сори. построю. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и сжег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Нет, вне гены на самом деле. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. И я оказался недостаточно сообразителен. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. И я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, и ее может использовать Аид. Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Игорь, а ты в это не играл в Horizon? Котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. В этот сюжет не играл в Horizon Zero? Лучше лук, говорит, снайперской винтовкой. Ты много времени тут провел. 19 лет назад эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи. Твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамения. Кратер горел долго, но когда остыл, и я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Все, он опять Больше ушел. никто не совал сюда нос. Кроме меня. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Типа, короче, новый рассвет — это геи, который возрождает. Аид — это все, которое уничтожает. Вот. Но они были созданы в одном, типа, якобы проекте. Но все идет из-под контроля, и поэтому Аид пытается все уничтожить. А геи, видишь, как пытается все это, как я понимаю, все это уничтожить, опять же. Но у нее не получилось. Она уничтожила только лишь какое-то здание, гору. Но Аид до сих пор живой. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Собок. Может проходить. Можете проходить, говорит доктор Собок. Регистрация. Марго Шен. Добро пожаловать в замерзший ад. Население 10 человек. 11, считай Будь геев. осторожна.
Цыплят эмбрионов по осени считают Сейчас дорогой. послушаем. Она пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Мог уж запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Мне пришлось бросить там 350 килограммов порно-комиксов. Подожди, на физических носителях? Почему ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график задач уже года на 3 расписан. Есть много углов, которые надо сгладить. А что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нас всех переживешь, и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, веган. Вот отстой. Ничего, потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Так, а что тут сделать-то? Свеситься? Какие-то данные тут еще можно находить, не повреждены. Так, разыщи в руинах главный блокиратор. Блокиратор. Видимо, мне туда. Я думал, все, я пошел вниз. Уже 19 лет простоял, да? Ну, Не отвечай. Нихао, братья. Приветствую. Ну, вот и все. Ну вот и все, ну вот и все. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Извините. Не сюда. Может, выше по шахте? Выше по шахте? А, надо было залазить. А я просто плюхнулся. Чё такое у меня сегодня за кашель какой-то? Жарко прям, кашель. Чё за хворь-то? Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. Надо, короче, пойти это... Водички, что ли, попить. Запись. Я только проснулась. Сейчас. Цифры вижу, но не могу разобрать время. Мне снилось, что я веду лекцию. Или скорее это был какой-то шаманский ритуал, не знаю. Неразличимые лица под пустым небом. Я сказала, что мир умер с громом. Нашествие роботов. Но последние люди, мы исчезли. Даже не со всхлипом, а с шепотом. Знаете, в пещерах закончили, как начинали, сбившись в кучку у огня. Главы государств, счастливые пятерки, лидеры, выигравшие в лотерею, сектанты. Все как один попрятались по убежищам. Кто-то верит, что как-то сумеет все это пережить. А Элизий, а мы, жители Геи Прайм, то же самое. Множество крошечных сообществ вспыхивают и умирают. Какие-то из них будут прекрасны, какие-то ужасны. Но все они обречены. Миниатюрные цивилизации. Последний вздох. А потом придется надолго задержать дыхание. Еще не проснувшись, я знаю, что меня никто не слушает. Что я говорю сама с собой. С молчаливой планетой, с бесплодным шаром. Осталась лишь Гея и ее долгий-долгий сон.
Надеюсь, ей не будет одиноко. Блин, а может из-за того, что нос забитый, это типа першение вызывать? Ну, что-то нос забитый. По какой-то причине. Сейчас, я одну секундочку. Причем говоришь, что вроде спокойно, но не надрываешь ничего там, да, там. Ни адреналин, ничего не бьет, вроде спокуха на душе. Странно. Так, ладно, куда нам? Разыщи в руинах. Нам туда, сейчас я сюда нос суну. Гляну, что тут к чему. Жилые помещения. Игорек, ты тут, Игорек? У меня к тебе вопрос. Есть. Мы эвакуировались в такой спешке. Не было времени подумать. Попрощаться. В медицинском... Как там Зая поживает? очереди. Я обещал Тому Пейку, что провожу его на укол. Но я бы мог быстренько успеть обработать еще партию зигот райских птиц. Я до сих пор злюсь, что он заставил меня выбирать. И злюсь на себя. Ну, он умер в одиночестве. И этих клетых райских птиц я в итоге тоже не спас. Теперь времени на размышления у меня предостаточно. Замки Геи Прайм захлопнулись, Элизий загерметизировался. Расстояние считанные мили, но с таким же успехом он мог бы быть на другом краю галактики. Там все эти беты, гаммы и обслуживающий персонал. Не будь я альфой, сложись все по-другому. Привет, передавал, нормально работают? Ну, дай бог, дай бог. А вместо этого я проведу остаток дней здесь. С людьми, которые мне даже не нравятся. И без того человека, с кем я бы охотно разделил свою судьбу. У них же там вроде тоже не все нормально. Всего 2 часа, как я подписал финально исполняемые модули, а уже ворчу в свой визор, как вздорный старик. Грядущее поколение. Это комната Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Да столько лет прошло, а они бы уже... Да. Планируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Я тоже что-то подумал. Дневник Собок. Файл поврежден, производится восстановление. А это что такое? Февраль. Еще дневник. Тоже поврежден. А этот поврежден. Тут все повреждено. Возможно, да, время надо. Какой-то момент. Визор кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни, недели, годы. Сумеешь остановить Аида и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Ну вы типа не стримите, да, Игорек? Ну, на Твиче. О, Элизабет. Все типа разошлись по своим работам, делам, там, скажем, да? Не, я понял. Да я смотрю, сейчас даже типа на Твиче то же самое делают, эти бусти аккаунты. Я сегодня не мог понять, что за бусти. Разобрался, конечно, бусти тоже там сделал. А оказывается, если ты захочешь спонсорку сделать, ты там просто банально, по-моему, нету спонсорки, никак не поддерживают. И к тому, что даже на бусти зашел, как-то, на бусти, на Twitch пару дней назад, я там давненько не был. Смотрю, у ребят там тоже всякие бусти. Все через бусти поддержку делают. Ну, каждый вертится как может. Так, ладно, давай посмотрим. Это Чарльз Ронсон.
Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Гей Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Из-за 8 миллиметров. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи. Я сейчас включу запись инцидента. Давай. Ну, я туда не пойду. Я на такой не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится. Вот такой причесон хочу, вот, как у этого, сделать себе. Лиз, не надо. Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... Не будем. Тогда... В добрый путь, Лиз. И Пожертвовал собой. увидимся. Да. Вы берегите друг друга. Лиз. Я бы Лысого отправил, всегда Лысый виноват. Иду домой. Прощайте. Не, ну типа серьезно, у нее столько этих, моментов, идей, как это все сберечь, как это все построить. Последнее сообщение, полученное от Элизабет Сок. То есть я к тому, что это самый ценный сотрудник, как по мне. Спасти жизнь на этой планете. Лучше бы вояку какого-нибудь отправили туда. Все теперь перед ней в долгу. Так, мы сейчас с тобой поговорим, подожди. Только не злись, Лиз, но я написал надгробную речь. Я попытался выразить... Твои дети, после того, как Аполлон их обучит, будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло. Потрясало. А в итоге он тебя убил. Или ты умерла за него. Как посмотреть? Никто не мог за тобой угнаться. Самое фигово то, что она это сделала, ну, типа, напрасно. Пожертвовал собой. Я рад, что ты в итоге зарубила протокол смотрителя. Если бы тут появилась еще одна ты, я бы не выдержал. Элизабет Собек может быть только одна. Я скучаю. Ну, типа, на то время она не понимала, она думала, что она спасает их, да, типа, вот эта дверь там туда-сюда, что не проникнет там никакая хворь. А вышло не так, вообще никого не осталось. Слушай, Лиз, ты была хорошей девкой, по-честному. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, жутковато это как-то. Покойся с миром, Лиз. Господь свидетель, ты заслужила покой. Так. Привет, Лиз. Я знаю. Знаю, ты этого уже никогда не услышишь. Да и не важно. Тебе на этот раз досталась роль и спасителя, и мученика. Поздравляю. Элой, Погибла. Она погибла. ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения, они исключительны.
Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Так, Думаешь, она была лучше из-за ума? Создала новый рассвет? Но не это главное. А главное, что она была готова пожертвовать собой. Ради других. Ради будущих потомков. Нет. Она защищала свое творение. Ты, боюсь, путаешь волю и сантименты. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти... что-то какие-то жизнь взгляды у Сайленса прям тебя слишком бы узкие. не было. Твой довод разумен. Только творение говорит свое и все. Тебе. Она сказала, что хочет домой. Может, Что? ничего. Мы же типа понимаем на протяжении всей игры, что она пыталась спасти для потомков что-то. Так, разыщите главный бункер. А это что? И насколько я понял, она понимала, что все так же сгибает, погибает. Так, давай послушаем это. Что это такое? Здравствуй, Марго. Как твои дела? Доктор Ронсон, я получила много всяких неожиданных сообщений от Теда. Марго, прости. После гибели Лиз совсем некому стало его приструнить. Я поговорю с Тедом. Ему Все-таки они выжили, да? сотни Это уже после всего. тех, которых он вообще ничего не смыслит. Раньше Лиз все это пресекала. Он совсем не понимает устройства систем. Так, в общем, и задумано. Но теперь он начал грубить. Просто главное не злить его. Лиз всегда говорила, не злите его. Смеетесь? Помните, как она с ним говорила? Она его ставила на место, Марго. Может, мне просто его игнорировать? Все равно он заперт в своей пирамиде в компании голографических девиц. Что он нам сделает? Вот, а я говорил, что надо не Лиз жертвовать, а Лиз могла бы сделать еще какое-то время больше каких-то достижений. Научных, либо там каких-то проектов. А Лиз не стала сразу там, а кто этим заниматься будет, а этим кто? Так. Что мы запихнем им в голову, Лиз? Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. А трава или трава? Что-то пропустил. На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Ух ты, блин, чуть не сорвался. Там ничего такого нету. Я по-новому взглянул на проект. На самом деле все просто, чисто, логично. Стирание. Прибавление через вычитание. Так будет лучше, Лиз. Один росчерк, и все это исчезнет. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Ага. Эй, ты влево надо, влево, там тоже что-нибудь есть. Серьезно, через столько лет все сохранится?
Что? Там же, если есть кислород, все не должно быть. Там просто пыль. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. А, не было. Но здесь же были альфы. Значит, не было воздуха. Так, давай включим, послушаем. Не могу задействовать управление. Доступ Альфа заблокирован. Что еще за доступ Омега? О, нет. Персонал Альфа. Не хочу вас пугать, но выслушайте, что я вам скажу. Типа шишки все. Это нелегко. Хотя нет. В общем, Так. Не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, я не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди. Наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно. Если мы готовы пойти на Тед. жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск атмосферы. Офигеть. Понимаете, он посчитал, что все их знания, технологии перейдут предкам, и предки тоже могут сотворить нечто такое, что у них произошло. Поэтому он не хотел это передавать. Он их всех убил. Теперь ясно, почему. Они слишком много знали. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтеч. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Ну, типа, да. И Сайленс тоже говорит, что все технологии, что у нас там, кольцо вот это вот, арена. Так, главный Блокиратор. блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Спорно, да, все это, типа? Одна за семя возрождения передает нам все данные, а другой посчитал, что данные в основном не нужны этим, ну, нам, типа, как предкам. Жесткое решение. Не нравится мне это. Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения.
Ёлки-палки. Спасибо. Спасибо. Так, а туда я, по-моему, уже ходил, да? То есть мне надо как-то наверх, что ли? Или чего? Можно разобраться-то? Куда ты меня ведешь-то? Походу, мне, друзья, вниз надо. Я что-то не пойму. Нет, я там был. Что-то 68 метров, говорит, назад вернись. А как я... Тут бывает с этим затупок, с этими метками. Наверх. Вот. И? Так, выше там нельзя забраться? Нет. Подглядел. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. У нее эти подкожные вены. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль, не меридиан. Шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. То есть всего живого. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Офигеть, да? Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор в древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его, пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. И я нашел источник сигнала.
Разбитый Титан в самой гуще джунглей Алмаза. Так ты думал, это Титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. В Кладе Смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире. Племенами, У него- другими У машинами. него тоже чьи-то эти данные, гены, вот эту вот расположенность чинить. Это шпиль. Не Всё, хочу ладно, ничего хватит. слышать. Сколько же ты натворил в погоне за знаниями? Как же это глупо. Элой, мне, в общем-то, нет дела до твоего мнения. С ума сойти. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Вообще, проще пареной репы. Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все. А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну а меня сюда не звали. Ходил, чинил, короче, провода, интернет проводил, чтобы они там коды АИД перекидывал. Я проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты? Сущность неизвестна. Вот АИД. Имя Сайленс. А твое? Я думаю, ты не стал бы звать, если бы не хотел что-то получить. Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина? Вопрос временной период. Время? Сейчас правит 13-й король Дома Солнца Карха. Вопрос Карха. Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи? Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч. Но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан просто оболочка для интеллекта. Вопрос Карха. Другой разговор. Во. Они идут. Приготовления завершены. О, светлый Бахавас, узри, как и было обещано. Что это за гигантская машина? Я никогда подобного не видел. Нет! Не приближайся, ты, Карха в тени! Неверно. Склонитесь перед погребенной тенью. Погребенная тень? Я не понимаю. Понимал ли Араман Кошуна, что уселся на вершине пламени? Это же из Писания. Араман последовал за тенью, отброшенной шпилем. Туда, где был построен священный меридиан. И ты тоже последуешь за тенью. Я праведный человек, избранник солнца. Но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то, что солнцу не под силу. Итак, вернешь ли ты нам то, что наше, от тени с пророчества? Требуется армия. Подчинитесь, и меридиан ваш. В нашем послушании не сомневайся. Офигеть, да? Задача выполнена. Да, сеть визоров работает. Все параметры соблюдены. Можешь сам убедиться. А я... Короче, ну все понятно.
Вот тебе и Сайленс по своим незнаниям начал это все дело делать, и вышел Аид. Возможно, у него тоже какие-то, говорю, да, расположение того, чтобы чинить, находить. Ну, копьецо какое теперь модно у нас. Раздобыть мощное оружие. Кстати, да, по поводу копья у меня... А что тут? Давай копье качнем. По поводу копья у меня получается... Программа Rock, Seed, Zerta еще. Должна быть. Сейчас, друзья. Парочку поставим. А что это я вот эти не мог поставить? А, это 39, это про луки все, да? Я понял. Удобство. О, кстати, удобство, урон еще есть. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом я не сомневаюсь, что он защитит город. А куда нам? Уи! А, в Меридиан. Дефать Меридиан, да, я понял. Точка обзора. Но шпиль... Чего шпиль? Пойдем попробуем, да, отсюда прям пролететь. Потом вернемся, если что-то надо будет. Сюжет, не, нормальный сюжетик. Мне как бы, ну, мне заходит. Типа люди непонятно, что-то родились такие, раз, пошли что-то изведывать. Один нашел, другая нашла. Ну, тут начинает это все развертываться. Дождь На прекращается. этот раз это Азеррам всё? зашли слишком далеко. Дервал должен... Что-то там опять Азеррам. Немного тут не находил. Вот это тут данных. Что мы запихнем им в голову, Лис? Это мы слушали. быть казнен за его преступление. Так, сохранится обязательно. Я это просто обожаю. О, братан. У тебя есть аптечки? Боевой лук Карха Тьмы. А, вот у него 50. 50, 25, 25 у него повреждения. Так, продать. Продать-то и нечего. Тут есть некие амулеты. Вот, слушайте, надо проводков себе купить. Есть тут? Вот они, есть провода. А то что-то я пострелял немного, смотрите как. Я видела и лучше. 25, 25, 25. А тут получается 74, 75 и 108. Ну, понятно, что здесь мы подраскачали.
Не буду на это тратить время. На прошлой неделе представление. Опять в очередной раз Меридианчик спасать. Короля. Уходите в новую зону. Большое поселение. Спасибо. Так, друзья, если за сегодня пройдем, у нас Walking Dead, не забывайте, впереди пару стратежек. А если получится к Atomic Hearts получить какие-то доступы или прикупить, то можно будет поиграть. Вот. Я к тому, что если сегодня пройдем, завтра я, наверное, займусь своими делами, а там уже в понедельник, либо на выходные выйду на связь. Если не пройдем, значит завтра, да, продолжим прохождение. Так, а где этот король-то? Вот он. Ты что тут сидишь тут? Что он тут видит-то? Офигенный обзор. Элой, Ну да. что привело тебя в Меридиан? Угроза. Гелис командует затмением, легионом фанатиков. Они скоро нападут на вас с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Турели, да, вот эти? Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. И его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да, отправьте их туда. Лучезарность. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь извиниться за мое поведение. А он, кстати, подкатывал к ней. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Смысл в том, что у этого короля, короче, этот король убил своего батька, чтобы сесть, простыми словами, на трон. И у него было подчинение какие-то прислужники, типа охотницы. Охотники, или как они там, охотницы, выполняли приказы. И вот он к ней был неравнодушен, к этой своей подчиненной. Но статус не позволял, видимо, с ней как-то ближе быть. И вот только мы попытались ее спасти, она умерла. И этот сразу к Элое, типа, не хочешь занять ее место? Я вижу, ты такая хорошая боевая подруга. Ну, мне кажется, это говорит все о его этом. Ты говорила с Марадом? О своей боязни. Еще нет. Поговорю. Ты ему нужна, Элой. На него... Так, ладно, с Марадом каким-то надо поговорить. Ну, типа, боязнь пытается к себе боевых людей ближе. Тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще обо всем сразу сообщайте мне. Элой. Мы укрепляем оборону. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Так. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие нажиться. Но... Все как обычно. Меня?
Ну, не скромничай. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да, к ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. Так, а шпиль? А шпиль? Эрентаван... Да, полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать. Так что, если у тебя остались дела... Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Так, надо, короче, со всеми... Что-то прям какой-то пролаг. Со всеми поговорить. И в последнюю очередь, видимо, с королем. Во-первых, с Азерам. Азерам — это одно из племен Нора. Собственно, откуда мы. И кто-то там еще. В общем, типа, мы объединили все дома. Или как это, племена. Мы обречены. А, шепчется, да? Уходим с улиц. Враг уже здесь. А, это дневники Собок. Так. Этот не восстановился. О чем мне говорят? Там восстановление какое-то завершено. А, вот он, дневник Собок. Только что завершил осмотр, строительство идет по графику. Реактор установили, схему пункта. Прошло неделю, провела планировку лаборатории. Ну, такое, честно, все это читать. Спасайся. Типа, Есть минутка поговорить со мной о высоком? не знаю. Как она там все строила перед подготовкой, чтобы все функционировало. Еще одно нападение на город. За что нам это? Блин, а куда тут? Дом Олина. А, вот он. Выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Вдохни перед сражением, подожди. Им никогда не пройти через большой мост. Тут же типа, осмотри приготовление в гриде, осмотри подготовление у шпиля. Подожди, а это куда? Пойдем быстренько осмотрим, потом спать. Че сразу спать-то, блин? Это мне пригодится. О, Ты что, отполировал доспехи у Тит? Ну да. А не слишком ли... Элой. Говорил же, что приду. Говорил, Тэп. Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. разойдусь по швам. Эти карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Она сразу ринулась в бой и заслонила нашего короля солнца. А что смотреть-то? Подожди. Так. Получается, еще на одну точку. И потом на отдых.
Может быть, знаете, что перед боем посмотреть какие-то улучшения на лук? Может быть, еще раз разогнать урону? Хотя я сомневаюсь, что у меня там это есть. Ну, типа, лучше, чем сейчас стоят. Ну, прикинуть можно. Приветствую, Реза, приветствую. Хорошего дня. Ну что, скачал ассасинов-то? Вообще, типа, к теме ассасинов, я думаю, что прям, если ребята хотят окунуться прям в атмосферу, самим понять, не только ролик посмотреть, а прям поучаствовать, прям вникнуть, лучше бы с первой части прям начинали бы играть. И по последнюю. Мне серьезно, мне как-то зашел. Не, говорит, другую скачал. Ну, понятно. Я тоже так бывал, вечером сижу, а что поиграть? Устанавливаю какую-то игру. Поиграл, потыркал, по-моему. Да ну нафиг. Серьезно. Такой высокий, выше деревьев. Вождь Сона. А, Сона тут. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Так. Че, у меня самый первый ассасин, это был 3. Ну, это как-то странно. Потому что в 3, по идее, заканчивается 1, 2, а Brotherhood и Revelation, по-моему, это как переходные. Здравствуй, Элой. Это между ними. Нет, не кланяйтесь, избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я дал слово. Ну, что Я увидел... Вард. Так, ладно. Ладно, я на чуж... А ты вроде бы на... Да, спасибо. И ты поэт? Нет, и мы должны... Думаю, мы... Я тоже. Это вообще, это диалог. Ну, короче, это все люди, тем, кто... У меня самое первое, это был 3, часть. Это DLC к 3, ничего не понял. А что это значит? Это Элой. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз, что у них там за... Точно, если они... Даже... Это по нашей части. На передовой! А почему? Хорош. Железо! Что? Будем бить их пока... Молодцы! Слышала? Из-за тебя. Спасибо. В случае... Все, можно спать идти. Какие я назвал это DLC к 3? Нет, там есть типа переходные серии, это никакой DLC. Я просто не понял, о чем ты написал, какой DLC. Там типа 1, 2, потом переходные серии. Это именно серия, как рассказ о какой-то истории, относящейся к основному сюжету. А 3 это как завершающая. Будь он проклят. Ну а потом сюжет развития дальше в других сериях. Еще одно нападение. И опять же, там есть также переходные части. Вплоть до Вальгала. Там тот же Black Flag, еще какие-нибудь там возьми. Сейчас, секундочку. Сейчас у меня немножко отлипнет, я что-то не понимаю, почему у меня так комп начинает подзависать. Недавно было типа обновление винды. Хорошо, стабильненько работало, а сейчас прям подзалипает. Ну вот. Assassin 1, 2.
Потом идет Brotherhood, братство. Потом Revelation, это как переходные. Ну, то есть некая история завязана на основном сюжете. Просто, извиняюсь, я так думаю, что если бы эти серии воткнули бы в какую-то из частей как DLC, это слишком было бы очень много. Поэтому, опять же, мне кажется так, что они сделали это как, ну, некой другой истории, которая относится к сюжету, как отдельная часть. Вот, третий ремастер у тебя уже вот, ну, у меня ремастер, третий Ассасин уже заканчивает эту всю историю. Типа про, по-моему, Эцу, как его там звали? Там батька. Дальше вот опять идет Black Flag, Изгод, Синдикат. И вот только начинается потом Истоки, Одиссея, Вальгалла. Вот где я, например, начал понимать основную сюжетную часть всего этого. А вот это Black Flag, Изгой, Синдикат. Ну, Black Flag я сейчас, честно, тоже не скажу. Это, опять же, там где-то корабли. Изгой, Синдикат. Вот где-то там тоже переходная. Опять там про каких-то брата и сестру. Там как они что-то там это. Ну, опять же, да, вот основная есть сюжетная часть. А это как некая история в каком-то другом городе, в другое время. Но, опять же, все это относится к основной идее задумано. По сюжету. Так, минуточку. Сейчас я, да, друзья, если будет слишком лютый бой, надо бы подышать, кофеечку налью, прям пару минут паузы сделаю. У меня уже все текет. Нет, серьезно текет. А то как-то тоже сбор делал, типа, на кресло, чтобы спина там не болела, там туда-сюда. Ну что, спина не болит? Нет, спина не болит, теперь, говорю, все мокрое. Ты серьезно сидишь и прям текешь. А летом вообще жуть сидеть. Ну, жарко, жарко. Все это дело. Ой, не-не-не, не то, извиняюсь, не то. Не то. Сейчас, пару минуточек. Какая синхронизация? Вертикальная синхронизация? Нет, я в игре ее... А я даже не знаю. В игре я ее включаю. Потому что даже если в OBS-ке... Да, включена. Потому что даже если в OBS-ке стоит 60... Я могу тут HDR включить, если надо. У меня поддерживает этот монитор HDR. Но прям графически вообще не то будет. Вот. В OBS-ке даже если ставишь 60 кадров, вот я говорю, недавно смотрел этого Юрца, он там по OBS-ке показывал, что лучше ставить 60 и лочить кадра для показа. А как ты играешь, там уже всем пофиг. Выключи, она FPS жрет. Хорош. В это не буду вдаваться. Она наоборот лочит 60 FPS, и мне нормально при 60 играть, мне больше не надо. Мишань, хорошего дня, приветствую. Сейчас подойду.
У тебя из-за нее игра и лагает. У меня игра не лагает. Ограничение на 144 ставь и будет все норм. У меня не выдает 144 FPS, видюха. Не заморачивайся, говорю, Реза. Мне вообще эти советчики уже до фонаря, что они там советуют, ставить, не ставить. Я пока на своей шкуре не попробую, не почувствую, как это лучше будет, комфортно. Потому что все они советуют, опять же, исходя из того, что у них по второму стрим ПК стоит, они стримят со второго ПК или с блоки, поэтому им не надо это делать. Конечно, они ставят больше FPS и играют в удовольствие. Ну вот как-то так. А когда ты играешь на одном, ты ставишь комфортно, как для тебя будет. Я видел тоже, там, один какой-то сидел там, да, что это синхронизация нафиг нужна, там это нафиг. А мне, кстати, хочу сказать, иногда помогал во время стрима. Но дело все в том, что у него второй стрим ПК, а у меня один. У него карта захвата, у меня нету карты захвата, понимаешь? Поэтому каждый подстраивается под свои характеристики, под свои нужды. Так, отдохнуть, еще укрепить оборону. А какую оборону? У нас всего лишь 3. Давайте отдыхать. Ну вот. А я уже без синхронизации здесь проверял. У меня тут 70 или 80 FPS при графических настройках. Поэтому мне смысла ее убирать нету никакого. Ради 10 FPS, да мне и так комфортно играть. А лагает то, что комп я сворачиваю. У меня, оказывается, там файл еще скачивается. Когда на тебе лежала такая ответственность. Вот так. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Самое главное, чтобы не пикселило. Чтобы Сайенс, хватало всего. ты тут? Что просить совета у призрака? Так у нее же визора нет. Что она разговаривает? Дали еще одну очку наук. Там пришли вести с востока. Король Солнца Ават ожидает в храме Солнца. Перед лицом смерти. Слушайте, а меня вот, если вы знаете, я могу после основного сюжета в игре еще находиться? Не в курсе? Что-то он на нас недобрым взглядом посмотрел. Может, просто костры? Армия собирается перед долгим маршем на город? Можешь? Ага, спасибо. Пусть это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Турели идут. Я лук хотел посмотреть, но урон еще побольше. Ну ладно. Концовка? Миха. То есть те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все готово! По команде начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Гелис? Нет! Ведите авангард! Пришлите помощь! Нет! Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты мне досаждала. Так, погоди. Ты не сразился со мной в кольце солнца. Зачем ты борешься? Твоя участь неизбежна.
Это кто? Это кто? Ага. Опять отбил. Смирись. Прими свою слабость. Стоп. Тебя ждет лишь вечная ночь. Мост долго не продержится. Вот гад. А он ловкий. Он разваливается! Вот гад. Меридиан должен быть омыт кровью. Кто ты перед ужасом солнца? Так что с тобой покончено. Опять отбил. Я избранный, а ты никто. У меня вопрос, а кем он избранный? Аидом? И умрешь никем. Все. Возможно, я избран. Такого не должно было быть. Тебе конец. Аид следующий. Погребенная тень меня спасет. Я не могу. От винта. Да, посмотрим. Ну, какие-то такие, ну, сомнительные улучшения. Ну, типа, серьезно. Вроде бы уровень здоровый, а толку никакого. Тогда мне придется что-то выбросить. Я понял, я не сюда пошел. Мне туда надо. Держать строй! Куда мне? Становись за орудие! На платформах! А куда, куда, куда? Подожди, с какой стороны-то? А, вон, вон, вон. Ого. Он стреляет. Надо уходить отсюда. Машины! На западе! Я что-то не пойму, вот эта штука. Ну, я понял. Это поможет. Наведение, конечно, вообще отстой. Ну, надо попасть, как-то траекторию угадать. Так, что там на западе? Они идут с юга!
Ай, ты пушку возьми. Он метит в меня. Стоим. Ёлки-моталки. Он разозлился. Пора уходить. Все нормально, все нормально. Все живы? Никого не видно. Передышка. Опустите оружие, но будьте начеку. Можно перевести дух. Так, стоп. Подготовиться. Так, защитить, друзья, гряду. Гряда. А где у нас гряда? То бишь, я должен здесь, да, стоять? К оружию! Укрытие! Истребитель! Сейчас рванет. Надо уходить. Стоим. Антифриз. Да. Блин. Надо на другую платформу. Блин. Короче, я весь прям в этом.
Понял. Ладно, не кипишуй. Не, прикольная эта войнушка у них тут. По 6 зарядов можно заряжать. Фух. Так. Отбились. А там еще больше. Берегитесь! Они бомбу, что ли, тащат? Что такое-то? Элой. Элой. Элой! Тэп. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них, Тэп. Мне надо идти. А тут нету сохранения что-нибудь? Отобразить путь. Так, ну надеюсь, ладно, здоровье сейчас само восстановится потихоньку, постепенно. О, нет. Надо спешить. Так, по навыкам у нас что? Одно, да, осталось. Наверное, вот это мастер уклонения бы взял. Элой, иди, мы их задержим. Взгляните на истинное солнце, демоны тьмы. Отправляйся к шпилю, Элой. Меридиан выстоит. Или мои знаки почета ничего не стоят. Все, я понял. Так, скрыть путь. Деревня под Меридианом. Взяла.
Я их... Как, говорить мы будем с тобой? Нет. Это Сона, мать Вала вот этой вот. Соло прям фигачит. Возьму дорогу. Началось. А где он? Знал. Шпиль. В пустыне мячиком играть. Блин. Пробудил типа эти, да? Турели ходячие. Вот это по рассказу должна быть турель типа на оборонительном, как бы, ставить вооружение для защиты людей. Ну вот, пожалуйста, стоит. Если Что Аид творит? начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Нора. Авангард Эренда. Мне нужно наверх. И заметьте, да, я без этой топовской брони иду. То есть я ее еще не доставал, не открывал, не находил. Нельзя останавливаться. Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. О! Они живы. Элой! Это Элой! Эй! Ну, вы видите? Мы думали, ты пала на кряже. Нет, это Кряш упал на меня. Времени остается совсем мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Ястреб Дрозд, идем. Ястреб, ну да. Это типа наш наставник. Ястреб говорит, Дрозд, идем. А, куда идти-то? Наверх? Да. Прибытие этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала. Напротив, мои расчеты были верны, и присутствие этой сущности было просчитано. Это вот это вот Аид. Это и есть это ядро, что ли? Интеллект.
У него резисты там. Ух ты, на косаречек-то. Еще на косаречек, хорошо, а? Получил удар прямо в сердце! Так, верхняя. Осторожно, он привел подкрепление. Не дайте нас окружить! Какие-то у него эти пушки слишком здоровые. Мы душегубы, истребители машин! Так, ладно, это мне не нужно, не нужно. Так, что дальше-то? Уничтожьте АИТа с помощью блокиратора. Пойдем. Угроза системе. Я не просто угроза. Сейчас, подожди, братик. Помучайся немножко. Мы в матрице, что ли, да, вот это вот? А Мишка сказал мне вчера, Мишань, ты же говорил, там тебе пару стримов. Имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Типа Аида уничтожает, и сейчас это протокол, как он там, рассвет или гея восстановится и будет заживлять, типа, или как это, восстанавливать мир. Если вообще еще остались всякие кривые эти камеры. Вот, они должны защищать человечество. Вот этому делу вот эти вот роботы. Класс, класс.
Да копье забери, ты смотри, какое модное это стало. Там, правда, я еще не открыл на копье усовершенствования, там 2 или 3 штуки, что ли. Роднулечка, приветствую, приветствую. Хорошего дня тебе, солнышко. Ты уже домой или ты это самое, туда по делам? Где ты территориально-то? Ребят, да, я там голосовалку сделал вверху в чате, но я ошибся там. Я не дописал слово «ой». Какой? Чего, уже домой едешь? Или ты уже дома? Там мамка щи варит, давай приезжай. Вкусненькие. Сметанки, по-моему, только нету. Или есть, не помню. Уже в автобусе. А, хорошо. Слушай, я даже, может, я успею встретить, Катюнь. У меня уже вот все, сейчас заканчиваю. Игру закончил, прошел. Напиши, хорошо тогда. Я сейчас этот телефон там возьму. Когда выходить? Целостность. Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. Ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку. Это она домой пришла, Собок. На сосне были птичьи гнезда. Обалдеть. Вопрос. Что вы чувствовали? Представляете, 3000 лет прошло. Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала: Элизабет. Вот она. Ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Она еще собой пожертвовала, чтобы там в бункере живо. Рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли, несгибаемой силы воли, и иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Она вложила все в нее. В нашу Элой героиню. Не, прикольно, меня прям аж до мурашек. В общем, у меня пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Ну, я честно сомневаюсь, чтобы вот эта вся постройка стояла, конструкция, вообще железо, оно через столько лет уже давно бы сгнило, упало бы, рассыпалось пепел. Фух. Еще не все. Все. Ну, блин, ну вот сюжет по описанию, ребят, вот как будто, вот с моей точки зрения, знаете, вот как бы ты понимаешь, вот прочитал описание, все, ты понимаешь, о чем сюжет. Ну, ядрить концовка, конечно. Прямо о человеческих качествах, достоинствах, что кто-то жертвует, что-то делает лучше, что-то меняет. Ну, прям, не, бомбезно. Бомбезно. Геймплей, конечно, такой, это все-таки для плойки игра выходила и на ПК, но мягкий, привычный, простенький в освоении, все типа супер, визуально тоже мне не сказал бы где-то какие-то, ну, нормально. Не учитывая того момента, что я сегодня где-то в текстурах застрял, но это бывает. Так что да, мне понравилась игра в целом. И по сюжетику, и по всему остальному.
Неплохо. Horizon Zero Dawn вторую часть, я не знаю. Будет, не будет возможность. Наверное, пройдем. На канал вообще надо много разных игр, я думаю, записывать чисто для себя, чтобы даже в ознакомительных целях, что ты проходил, что у тебя какие-то чувства вызывало или не вызывало. Как-то так. Короче, нормальная игрушечка. Я прям 7 бы крепкую бы дал бы. Чисто за сюжетик. Ну вот, мои такие вот предпочтения. Ну, ладненько, давайте тогда будем заканчивать. Если я смогу все-таки продолжить после субтитров, после основного прохождения, то, я думаю, надо что-то сделать с этой броней. Хотя бы видосик по броне, там, по лукам свои какие-то мнения высказать в видео. Кому-то зайдет, кому-то не зайдет, там уже посмотрим. Давайте, ладно, ребятки. Ой, не туда, не туда. Хорошего вам дня. С четвергом. Завтра пятница. Я думаю, ну, увидимся, значит, увидимся. Если нет, значит, уже в понедельник у нас новая игрушка будет. Для меня новая. Увидимся на ней. Вот. Хороших вам выходных, если завтра мне не будет. Продуктивных, главное. Здоровья и добра. Берегите себя, своих близких. Давайте. Всем удачи. И до новых встреч. Пока.